Было бы хорошо камеры показать. Особенно вот здесь вот глубину, какая у него работа. Ты уже снимаешь? Да. Ну так нам надо что-нибудь сказать, тогда вступительное слово. В дар вам показать. Ну реально показать людям. Показать, чтобы такая была возможность не просто там покрасоваться, а чтобы это был полезный материал. Чтобы люди понимали, что на самом деле это не просто там что-то там потыкать в живот или еще что-то, да? А это для того, чтобы совершались глобальные изменения, которые в официальном сообществе считаются невозможными. То есть в данном случае это здесь стоял диагноз неспецифический язвенный колит, правильно? Да, то есть и вот сегодня мы вам покажем, то есть это в официальной истории это не лечится, но мы пришли к выводу, да, со временем и с опытом, что в официальной истории не лечится абсолютно ничего вообще. То есть нет таких диагнозов, которые лечатся. Вот, потому что, собственно говоря, не совершаются правильные действия. А в данном случае, то есть это уже результат полугодовалого такого совместного пути, где Леша самостоятельно уже 3 раза сам поголодал. То есть у него был первый четверо суток, да? Четверо суток, из них, по-моему, 2 сухого было, да? Вот, потом был второй, по-моему, 5 суток, да? Ты сам когда делал? 1 день водного и 4 дня сухого. Да, 1 день с водой и 4 дня сухого голода. И завершающий был, 8. пока это 8 дней, да, то есть там из них тоже часть была сухого. Не, просто водная. Просто водная, то есть 8 дней, да, на воде. Вот. Плюс систематическая работа с животом. Вот. Со мной мы работаем так где-то, наверное, где-то раза 2 в месяц, да, там был какой-то перерыв, по-моему. Был перерыв 2 месяца, когда мы не встречались. Так в среднем, то есть где-то раза 2 в месяц, наверное. Вначале было немножко больше, да, по-моему? Я просто немножко сейчас вспомнить. Да. Потом реже, да, вот сейчас вот примерно это там раз в месяц или 2 раза в месяц. Вот. И результаты, вот как минимум, то есть могу показать, да, то есть вот состояние кишечника, то есть в каком состоянии находится кишечник. То есть вот мы продавливаем до самого крестца. И как ты себя чувствуешь, как ты это воспринимаешь? Просто нажатие. Это потрогаешь сам руками? Нет, зачем? В общем, вот здесь мы движемся полностью по кишечнику, то есть здесь состояние. Но особенно будет интересно сейчас, когда мы сместимся на углы. Это будут переходы вот как раз к толстому кишечнику, переходы из тонкого кишечника, илиоцекальный клапан. Вот. А пока что, то есть мы движемся, хорошо, сейчас прям смещение произошло в кишке. Я буквально сейчас вот стою вот этим пальцем на позвонке, то есть на 5-м позвонке, то есть переход от крестца в позвоночник, собственно говоря, такой самый крупный, он ярко здесь ощущается. Вот, и я буквально по позвоночнику совершаю движение с кишечником, с тканями. И пока мы вот здесь немножко еще сейчас такой более рутинной работы поделаем, то есть я вот здесь буду держать, дожидаясь преобразований, то есть мы не просто так давим, а ждем, когда организм откликнется и совершит какой-то необходимый ответ. Ты что-то напрягся, по-моему, внутренне. Да, волнуюсь просто. Я прям, держа руки в животе, я прям чувствую, все-таки, кстати, вот наглядная история, как нервная система сразу же переводит вот это напряжение в живот. Это очередное, подтверждение, да, насколько вот у нас все-таки живот связан с нашими эмоциональными какими-то внутренними переживаниями, нервными состояниями и так далее. Я просто хотел сказать, чтобы как раз рассказать немножко, вот какие изменения и какие изменения ты можешь рассказать за эти полгода, то есть получается там с Нового года где-то. Рассказать, допустим, как было осенью, потом вот как мы начали работать и вот сейчас. Это, я думаю, будет очень ценная информация. Еще может, конечно, Юля там восхищение свои сказать, когда видит разницу. Когда видишь разницу со стороны, это, да, очень круто. Такой человек. Вот, давай, расскажи, то есть какие-нибудь моменты, чтобы это не я рассказывал, а ты. С Нового года
если взять конкретно человека, который был там в январе, ну, по поводу эмоций, именно эмоциональная составляющая была неуравновешена, так сказать. Ну, слишком много было тревоги, злости, обиды, но через там 3-4 месяца за этот промежуток времени голод был. Через голод много чего осознается в этом случае. Вот. Ну и осознаешь проблему, осознаешь все те нюансы, которые тебя как-то, ну, выбивали из колеи, так сказать. Вот. Мгм. А на физическом уровне, то есть можешь как бы хотя бы в общих чертах обозначить? Ну, понятно, в детали мы не будем вдаваться, потому что все-таки это достаточно специфичная история, как бы, ну и не очень как бы красиво там расписывать в деталях. Не каждый это сможет. Это обычно люди в возрасте уже с деталями все рассказывают. Когда люди в возрасте, почему-то они любят эти подробности, например, рассказывать. Но в молодом возрасте все-таки это такая история специфичная. Но в целом, то есть, как бы, насколько вот улучшилось физическое состояние. Я думаю, я просто, то есть для обычного зрителя это в любом случае информация, ну, в большинстве случаев непонятная. А тем, у кого это коснулось, у кого это действительно тревога, да, и кому нужен, кто ищет решение, я думаю, будет очень, там не надо ничего расписывать, они сами все понимают, и просто им будет интересно послушать именно вот выводы, да, то есть к чему привело вот полгода, всего полгода, то есть я, ну, как бы хочу обозначить, что я вижу, то есть полноценную работу, полноценные изменения, это всегда, то есть 1,5 года это минимум, 1,5 года минимум, то есть 2-3 года это вот для того, чтобы были прям, когда можно говорить прямо про устойчивые изменения, уже которые, ну, скажем, невозвратные, вот, и за полгода, я считаю, это прям очень крутые результаты. Поэтому давай. Расскажи, что внешне поменялось. Ну, просто внешне даже. Самая вот главная твоя история, от которой я восхищаюсь. Ну, у меня была проблема с кожей. Вот. Кстати, тоже от эмоционального плана очень много зависит. Вот. Когда немножко порядок навел в голове, лицо тоже очистилось довольно-таки. Поближе твое лицо? Да? Давайте. А у тебя есть фотография до, которая была? Ну, надо поискать. Ну, сильно близко. Было бы классно. Да тут вообще ничего не видно. Ну, классно. Только до этого, блин, это... Но было небо и земля. бы неплохо хотя бы частично приложить фотографию, как было, было бы здорово. Если тебе было бы Потому что, ну, это просто для того, чтобы люди могли восхититься, и реально и сами для них был этот стимулом. Вот да и для тебя тоже стараться, тоже трудиться, потому что результаты достигаются именно трудом, знанием, да. А про то, что ты говоришь, это несомненно, то есть абсолютно всегда все идет в комплексе, то есть это эмоциональные, психические состояния, это и состояние чистоты нашего внутреннего состояния, ну, как бы физического плана и чистоты нашего, как бы, вот, психологического, ментального плана, эмоционального плана и так далее. Ну, внутренне тоже все поменялось в лучшую сторону, это однозначно. Ну, если брать по процентам, наверное, было 20, стало 60. В каком плане? Ну, состояние было на 20%, стало 60-70. Ну, круто. Это интересно. Интересное такое обозначение. Ну и хорошо, это Ну, да. здорово. Понятнее, чтобы было. Но чтобы было еще понятнее, то есть давай немножко про конкретику проблемы. То есть болевые ощущения, боли, систематичные боли. Они очень не сразу, они очень постепенно уходили. Ну, Вот. давай с того, что вот они были, то есть изначально, до того, то есть они были вообще постоянными, да? То есть Да.
Потом они стали чуть реже, Мгм. но все равно были. Мгм. Ну и когда как-то начал не задумываться об этом, просто уже как-то просто относиться к этому. Мгм. Тоже вот эмоциональное состояние очень зависит от этого. Мгм. Ну, И на сегодняшний день вот по болевым ощущениям какие-то болезненности, еще что-то. если они есть, то очень минимальные. Мгм. Это просто, важно, потому что все-таки люди испытывают боль и думают, что это как бы никак не купируется, не решается, и что это надо только вот таблетки пить, чтобы там какие-то, непонятно, если честно, для чего, но Ты Тип- пил какие-то таблетки? типа, чтобы сдерживать. Когда? Ну, вот, когда до того. Да. Много? Ну, когда приходилось, так-то нет. Ну, там нет, там некоторые таблетки пьют прям горстями, а я прям просто пил, чтобы, просто лучше стало и все. Мгм. Чтобы не беспокоило, а другие пьют. Назначали Не по горстями, мне. да? Да, но я не пил, потому что, и так все было нормально. Ну, Так. Ну и в целом сейчас, то есть вот работа кишечника, как ты ощущаешь? Опять же, можешь в процентах сказать. Работоспособность кишечника, то есть его нормальность работы. Насколько изменения произошли за эти полгода? Чисто физическая вот история. не знаю, можно сказать, это, что чувствуется, как он более подвижный. Мгм. В общих чертах. Ну, в туалет сейчас нормально ходишь, Не более-менее? больше свободного. Да. Просто чтобы, я говорю, просто те, у кого есть эта проблема, им не надо расписывать детали, они и так будет просто понятно. Просто и понятно объяснить, что ты чувствуешь, то есть изменения в нужную сторону или нет. То есть как бы чтобы была какая-то ясность. Просто так мы тут ковыряемся и тратим на это время. Или у этого есть реальные результаты и реальные Ну, цели-то точно есть. изменения. На воздушном, да, пошли? Да, вот теперь мы здесь пошли вот в эту область. И когда мы начинали, где-то вот когда в январе, феврале, просто вот здесь вот Леша просто хватал меня за руки, вырывался и с дикой ненавистью глядел в мои глаза. Или куда-нибудь. Он думал, как бы кого-нибудь ударить. Если не меня, то хотя бы кого-нибудь. То есть и вот сейчас, видите, то есть посмотри. То есть детально, да, насколько глубоко. Я буквально уперся уже все в ткань, то есть вот в ткань мышцы, проходящей, то есть поясничные мышцы. И вот здесь, вот на этом этапе, это была абсолютно нестерпимая боль в начале. А теперь вон, сними его беззаботное лицо. Вот. Довольный. Вот, ну просто спокойный, да. То есть, это было очень болезненное место. Да? Не обманываю? Ну, я вот хотел ударить прям. Да. А сейчас? Ну, и сейчас нормально. Выпрямляй правую ногу. То есть вот мы растягиваем спокойно мышцу. Кто вот работал уже, понимает, какие-то ощущения испытываются. Носочек на себя, вверх, покачать ногой, да. То есть я прям буквально фиксирую здесь мышцу. Соответственно, я придавил вообще все здесь кишки, ткани, сосудики, да. То есть здесь у нас идет вот переход из тонкого кишечника в толстый кишечник. И здесь виточки, то есть это, вот при этом заболевании, из того, что я чувствую, происходит микровоспаление в тканях вот около тонкого кишечника, около толстого кишечника. То есть это не только толстый кишечник, по моим наблюдениям. И происходит срастание вот такими пленочками различных структур на самом деле. То есть там нет такого чего-то однозначного, что вот как что-то конкретное прирастает. На самом деле здесь было прирастание и вот поясничной мышцы, и между собой витков кишечника, и толстого кишечника. Еще один нюанс из моих наблюдений, которые я вижу, что помимо вот этого слипания, да, кишечник был вот, как бы аморфный, то есть он достаточно плохо прощупывался, то есть сами мышцы не имели такой вот ярко выраженной структуры и какой-то силы, этот паучок там ползает. Вот, а сейчас стали прям появляться структуры кишечника, то есть чувствуется его мышечная, как бы, больше крепость этих тканей.
То есть, и, соответственно, к минимуму ушли какие-то болезненные ощущения, они еще их можно поковырять, расковырять, найти, но это достаточно минимальная история, и требуется только время просто, чтобы это доработать. При этом, да, при всех этих положительных изменениях, насколько строго ты относишься к питанию? Произошли ли эти изменения за счет того, что ты там жесткую диету какую-то для себя назначил, вообще себя ограничиваешь в еде там, или еще как-то? Да нет, как питался, так и питаюсь. Ну, в целом, если честно, я реально не менял никакого питания. Вот. Это наглядная история о том, что я говорю, что еда – это не самое главное. Несомненно, это важный элемент. Если бы добавить еще определенную больше дисциплины в питании, то скорость изменения возможно, или глубина, она была бы более устойчива, да, может быть, быстрее что-то. Но на самом деле, то есть, питание – это не самое главное. Более важные есть детали, чем еда. То есть я к тому, что люди часто начинают вместо правильных действий, более мощных по преобразованиям, да, более нужных действий, совершать кучу менее важных действий, причем самоистязая себя, вкладывая огромное в это количество энергии, допустим, там, истязая себя диетами, лишая себя там ограничениями жесткими, там, человек психологически к этому не готов, ему плохо. И в итоге, то есть, результаты либо минимальные, либо человека отбрасывает назад. Да, здесь вот мы работаем, совершаем как бы какие-то глубокие действия, потому что преобразование, работа руками – это очень глубокие преобразования идут на уровне тканей. Плюс голодание. Голодание – это вообще прекрасно запускает вот эти процессы внутренней трансформации. И как следствие, да, что даже не изменяя привычному питанию, идут потрясающие изменения, очень глубокие. За достаточно не такой уж продолжительный срок, то есть 6 месяцев, там, полгода, там сейчас, наверное, чуть-чуть больше получается, что это прям минимальный срок вообще. Это очень здорово. Я просто самое главное, о чем говорю, что, пожалуйста, Алексей, не давай заднюю, то есть не надо на этом этапе тормозить и бросать вот эту замечательную работу, вложенную. Будет еще круче. Будет, потому что 100% еще круче. Тело будет выходить прям на новый уровень вообще адаптации. Ну, это вообще небо и земля с тем, что было. Ну, именно даже вот внешне, визуально. Делай вдох. Выдох. Ну, в общем, я бы сказал, что для меня, в целом, для меня именно нервы играют, ведущую роль, так сказать. Что все завязано на эмоциях. Если, на мой взгляд, если с головой все хорошо, то и с телом будет такая же история. Именно что, нет никаких проблем, то есть ты сам себя не пожираешь эмоционально. Да, Вот. это так. Но теперь смотри, давай еще к этой теме добавим. Насколько помогает вот эти реальные физические преобразования, работа с животом, голодание, то есть, по сути, два фактора всего. В укреплении эмоционального состояния, в умении более стабильно воспринимать ситуацию и свои эмоции, и какие-то события. Голодание, оно как-то учит дисциплине все же. Дисциплине, но в целом, то есть ты же чувствуешь вот за это время, насколько ты стал психологически более устойчивым. Это да. Вот, то есть вот я об этом и хотел сказать, Физические опоры. что физически, да, это то, о чем вот я часто просто пишу, что физически, когда у нас живот начинает восстанавливаться, это и есть наш фундамент. То есть нас уже не качает, как вот былинку на ветру, да, что нас качнули. Тут эмоции, там кто-то что-то сказал, там мы что-то сделали, что-то произошло. И нас во все стороны разбрасывает эмоционально. То злость, то тревога, то печаль, то грусть, там, и так далее. То есть, когда наше тело становится более устойчивым, мы начинаем более спокойно воспринимать ситуацию. У нас появляется больше ресурсов на то, чтобы преобразовывать или трансформировать, или иначе воспринимать те же самые ситуации, и наша психика становится устойчивее. Выпрямляй правую ногу. Носочек на себя, вверх. Как ощущения здесь?
Нормально. То есть вот посмотри, еще поближе здесь сними. Просто что... То есть я здесь иду по задней стенке брюшины. То есть у меня вот здесь вот к центру у меня уже позвонки, то есть, находятся. То есть я как бы ниже уровня позвоночника, потому что я ощущаю именно поясничную мышцу. То есть я на поясничной мышце нахожусь. Поясничная мышца – это то, что идет уже по задней стенке брюшины. То есть это мышцы спины считаются, да? То есть я иду по мышцам спины и... Ну, насколько это ощущается? Там, скажи еще раз, как здесь вот ощущается? Ну, просто нажатие. Ну, болевых ощущений нет. Угу. Вот такая история. То есть это состояние этих тканей на момент сейчас. То есть лучше, чем вот эти ощущения, которые мы чувствуем при вот такой работе, это самая лучшая диагностика состояния, которую мы можем просто представить. Хотя тоже это все наблюдается, конечно, в динамике, потому что нельзя никогда делать быстрые выводы, поспешные выводы. Но когда ты уже полгода работаешь, то здесь уже можно определенные наблюдения, определенные, складывать картинку, скажем так, видение картины в единое целое потихоньку. То есть здесь вот очень хорошо укрепляются мышцы, хорошее движение в кишечнике, классные изменения идут на всех уровнях, и это очень важно. И это зависит всегда в первую очередь именно от каждого человека. То есть когда человек говорит, то есть вот, я изначально тогда восхитился, что Леша говорил, я даже удивился и как-то не поверил сначала, что он сам, да, спокойно там 4 дня голода, потом 5 дней голода, потом 8 дней голодания, да. Когда людям, то есть я начинаю работать, взрослые люди иногда, я говорю, надо вот денек хотя бы поголодать, и начинается вот это нытье. Как я один день, как я без еды, мне нельзя голодать. Начинается всякая ерунда, как бы. И, соответственно, результатов не будет здесь. То есть Леша самостоятельно идет в этот процесс. Да, может быть, там я бы, например, рекомендовал более детальную работу с животом, более плотную, более насыщенную, тогда эти преобразования идут еще качественнее, еще быстрее. Но и в данном случае, то есть каждый человек идет в своем ритме, это очень важно, не форсировать со стороны. То есть, да, я могу дать, вот мы даем глубокие преобразования в момент работы, но каждый все равно внутренний, то есть идет на своем уровне готовности. И то, что он совершает свои преобразования, свои психические там изменения, наблюдения, работа над собой, голодание. Плюс самостоятельно ты работаешь же с животом. Да. Насколько, как бы, то есть... не час, как мы с вами, где-то 20 минут, 15. Но все-таки ты стараешься, то есть где-то проминать, какие-то вверх, низ, да, или как? Сложновато самому все это делать. Руки устают все равно. То есть, опять же, я к тому просто тоже добавим, да, что здесь нет такой, то есть того, чтобы... Это не частая очень история, когда человек может самостоятельно прям себе начать глубоко прорабатывать. То есть даже в этих условиях идут очень классные изменения. Что нету там прям... то есть чтобы люди не расстраивались от того, что если вы не можете там 1,5 часа плотно прорабатывать живот, и все, поэтому я ничего не делаю. Поэтому, и помощи ждать неоткуда. Это не так. То есть даже здорово, если вы будете хотя бы 20 минут уделять в день хотя бы. И это будет замечательно. Перед сном делать 20 минут, с утреца 20 минут. Вот, кстати, сейчас движение пошло классное внутри, прямо по тканям. То есть видно же, насколько долго я держу, да, то есть насколько долгие я задерживаю вот эти движения. Мы сейчас фиксируем там еще почечку. Выпрямляй правую ногу. Носочек на себя и вверх. Делай вдох. Выдох. В общем, это не обучающее видео, не то, что типа, что вы что-то там впервые увидели и надо срочно делать, потому что я там с полуслова увидел, услышал. А это просто сигнал к тому, что надо учиться, изучать концепцию, то есть понять концепцию работы и начать планомерно правильные действия, то есть с правильной работы с животом, с правильного подхода там, с работой с психикой, с правильной работы отношения к питанию, к еде и так далее. Постепенно, в своем ритме, постепенно начинать. То есть дисциплина важнее мотивации. Лучше делать маленькие действия, но ежедневно, чем один раз взяться, что-то поделать и бросить. Один раз взяться, что-то поделать и бросить. То есть должна быть некая дисциплинированная, планомерная работа, на которой также бывают откаты, какие-то бывают
кризисы, какие-то бывают обострения, какие-то бывают, ну, может быть, даже разочарование, может быть, в моменте, сомнения. Это все нормально, это все нужно продолжать движение, и неизбежно придете к своей цели. Поэтому, то есть, неизлечимых заболеваний не существует, бывают неизлечимые люди. Желаю вам не относиться к категории неизлечимых людей. Добрый путь. Это видите, никакой жалости. Никакой жалости, и организму это очень нравится на самом деле, потому что здесь мы привели вот к такому состоянию за полгода, да, совместной классной работой, что тело, казалось бы, вот якобы неизлечимое заболевание. Смотрите, какой кишечник. То есть вот оно, глубоко мы захватываем. То есть здесь можно даже сейчас вот его за позвоночник вот так взять, пошатать. То есть вот я прям за боковые позвонки, как состояние. Нормально. Ну, смеется человек, за которого за позвоночник дергают. Вот, то есть вот оно. Вот к такому состоянию нужно привести и потом поддерживать это состояние. То есть не так, что типа привел и бросил. То есть наша задача продолжить дальнейшее укрепление, преобразование тканей. То есть вот оно, красота-то какая. Здесь же прям вообще шик. Вот, смотри, какие ткани прям мягкие. Эластично, мягко, шикарно. То есть вот мы захватываем всю сигмовидную кишку и вдоль подвздошной области сюда ее вытягиваем. О, хорошо. У вас есть разница, когда ты начинаешь в молодом возрасте и более уже взрослом? Ну, разница есть. Разница есть всегда начальная точка, но изменения будут происходить в любом возрасте. Просто, конечно же, то есть в 18 лет оно быстрее. То есть для таких результатов, ну, взрослому человеку, наверное, потребовалось бы, ну, как минимум в 2 раза больше времени точно. То есть, скорее всего, год, может быть, даже и 1,5 года. Но все в любом случае достижимо. То есть это не то, что, типа, как часто люди говорят, ну вот, мне же уже там 50. Кто-то говорит, мне уже 30. Кто-то говорит, мне же уже там 40, 50, 60. А вы должны говорить, мне же всего 70. Что это у меня не поменяется? Все поменяется, все нормально. Вот. Но здесь прям шикарная история. Сейчас я вам покажу самую вишенку на торте. Как раз... Ой. Это вот фиксация обеих мышц поясничных, таза. Делаю вдох, выдох и выпрямляю обе ноги. То есть и вот мы двигаемся прямо по задней стенке брюшины, по кишочкам. Болезненно? Оп. Нет, все нормально. Угу. Ну, эластичное очень движение. То есть здесь сейчас кишка там освободилась, прошло движение прям. Видно, да, я насколько глубоко двигаюсь. То есть вот здесь у меня по центру позвоночник идет. Вот такое прекрасное состояние на сегодняшний день. Чего и вам желаем, но достигается это трудом, трудолюбием, дисциплиной, знанием, а не просто там волшебными какими-то преобразованиями, таблетками, да, и прочим мусором. В первую очередь мусором в голове, конечно. То есть надо осознать, что мы здесь живем именно для преобразования, для собственными действиями все достигается. Мы творим и свою жизнь, и свое здоровье, и свою судьбу. Все. Всего доброго.